Сегодня мы поговорим о том, как новоиспеченный владыка демонов Римуру после изнурительной битвы с 7 днями и Хинатой своими действиями смог переиграть всех шишек и получить для себя самый выгодный исход из всех возможных. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик, а вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. После затянутой гулянки со святыми рыцарями и демон-лордом Люмина, в Темпесте стороны собрались на примирительном совещании для того, чтобы определить условия для мира. Со стороны людей Западной Церкви все понятно. Из-за их оплошности пострадали жители этой страны, так что тут сразу понятно, какой стороне придется выпрашивать прощение. Однако Римуру было интересно узнать настоящего виновника сих происшествий, того, кто направил Церковь и Хинату на демон-лорда и Магвери. Сакагучи получил недостоверную информацию от некого торговца с Востока, который располагал приличной информацией о владыке леса Джура. Но вот личность этого торговца выяснить пока будет затруднительно, поскольку про него совсем ничего не известно, только псевдоним, который ничего не даст. К тому же во дворце Клеймана были замечены документы о покупке оружия и амуниции с Восточной Империи, так что понаблюдать за ними все-таки стоит. Но после выяснилось, что теми, кто свел святых и восточных торговцев, были старики из 7 дней, и поэтому Римуру выдвинул предположение, что это именно они могли стоять за всеми этими бедами, ведь именно им было выгодно устранить Хинату, столкнув ее с демоном-лордом. При этом они сами показали свое нутро в последнем сражении. Вот только Валентайн не понравилось то, что на ее подданных льют грязь, пусть даже они и вправду виновны. В придачу ей не нравилось быть в долгу перед кем-то, особенно если этот кто-то был Вильдора. Поэтому Люминос пришлось принять предложение владыки демонов установить дипломатические отношения между их странами. А это было именно то, что нужно Римуру, ибо одним из ярых ненавистников Магверии придется признать монстра, а ведь это шло вразрез с доктринами Святой Церкви и могло вызвать большой диссонанс в обществе людей. Так что Римуру действительно здесь переиграл и уничтожил, заключил мирный договор с Любелиусом, а также повлиял на доктрины Святой Церкви о Магвериях. В Дваргоне в это время королевские советники пытались навести смуту и раздумывали разорвать отношения с Темпестом, поскольку тамошний правитель стал владыкой демонов. Сами Магвери стали куда сильнее, а значит и опаснее. К тому же их беспокоило стремительное развитие этого государства, а из-за этого Темпест может стать центром внимания для ангелов в Великой войне Тенма, которые раз в 500 лет стирают с лица земли самую развитую цивилизацию. Но король Газель Дварга даже при всех прочих рисках не собирался разрывать дружеские отношения с Федерацией Джуре Темпест, и в случае неизбежного готов был стать с ним бок о бок против ангелов, как и Валентайн, готовая вместе отстаивать свои города. Так что даже в, казалось бы, предстоящей страшной войне Римуру уже нашел себе крепких союзников. Но прежде чем мы продолжим, уделим небольшую минутку спонсору ролика. Анизон – проект для просмотра ваших любимых аниме. Сайт оснащен интуитивно понятным интерфейсом, а благодаря фильтру вы сможете быстро отсортировать аниме по жанрам и ознакомиться с каким-то новым тайтлом. Присутствует также и система рейтингов, которая покажет вам лояльность аудитории к выбранному аниме. Ну а во вкладке расписания вы сможете быстро и удобно узнать дату выхода желаемого ангоинга. Смотреть тайтлы вы сможете в HD качестве, при том, что с той озвучкой, которая вам больше всего нравится. А еще пользователям доступны собственные списки для сохранения тайтла в определенные вкладки. Анизон. Смотри аниме просто и бесплатно. Следующим ходом владыки демонов был фестиваль основателя Темпеста, на котором правитель хотел показать миру себя как новоиспеченного демона-лорда, продемонстрировать собственно саму страну Темпест и способствовать воцарению нового короля Фармаса. В общем, праздник ожидается грандиозный, на нем будет очень много важных шишек, куча иностранных гостей и все для того, чтобы познакомить мир со своей замечательной страной. Кучу приглашений на фестиваль уже были высланы многим важным лицам, таким как
как королю Дварга и наверняка Люминус Валентайн. Однако для того, чтобы праздник прошел как надо, Римуру решил зайти к одному близкому другу Мьелли. Под предлогом посетить это событие, Демон Лорд просит торговца принять участие в организации праздника. А именно, ему нужно было, чтобы Мьель-Миля придумал такое шоу, которое запомнится людям надолго и заставит их возвращаться сюда вновь и вновь. Ну а еще Римуру повесил на него сбор средств и управления бюджетом фестиваля, ведь деньжища там будут протекать просто колоссальные. То есть даже здесь правитель Темпеста извлек для себя выгоду. Приглашение на фестиваль основателя Темпеста долетело аж и до колдовской династии Талион, которая Эральд должен был отнести императрице. По правде говоря, ему не сильно хотелось извещать императрицу Эльмезию, так как они толком еще даже не рассмотрели партнерские отношения со страной владыки демона, а тут он уже их приглашает на праздник. Но умалчивать и расстраивать императрицу лучше не стоило, поскольку его прошлый визит в Темпест без ее ведома она все еще не забыла, и тогда Эльмезию пришлось долго успокаивать. Все было настолько сложно, что невозможно было обсуждать с ней даже деловые вопросы империи. Кстати, вопросу о сотрудничестве. Императрица вспомнила Эральду их договор о строительстве дорог. В нем эрцгерцог, на его взгляд, принял очень даже верное решение. Можно даже сказать, обманул дурачка. Ведь всего на право присвоения себе пошлинных и таможенных сборов Темпест берет на себя полное строительство дорог. То есть Талиону не придется прокладывать тоннели в горах, договариваться с воинственным племенем Тенгу, расположенным на вершинах горного хребта. Короче, избавились от всей занудной волокиты. Так думал Эральд. Однако Эльмезия упомянула, что договор он заключил без ограничений по времени. А раз уж Римуру такой же долгожитель, как и она, тогда за полученные налоги Демон Лорд сможет сколотить целое состояние. А это было большое упущение эрцгерцога. К тому же Федерация Джуре Темпест расположена была прямо между территориями влиятельных стран, и проходящие через нее транспортные пути еще больше поспособствуют процветанию Темпеста. А возвращаясь к вопросу приглашения, если Талион не хочет потерять в будущем такого многообещающего делового партнера, с которым желает сотрудничать многие страны, то по сути у них и не было выбора. Ведь если они не придут на фестиваль, тогда они попросту все потеряют. Вот так вот выходит. Своими действиями Римуру достиг наилучших из возможных вариантов. Столкнулся в битве со Святой Церковью и 7 днями, заключил мирный договор и сотрудничество с Любелиусом, плюсом получил признание Магверей, захотел добавить изюминку фестивалю, запряг на его организацию друга торговца, угроза уничтожения его цивилизации, так теперь у него в союзниках Дваргон и Любелиус, не считая остальных. Ему даже теперь не нужно добиваться аудиенции с правителями, ведь теперь они уже тянутся к нему, чтобы сотрудничать. Так что пока все схвачено. Посмотрим на то, как будут продвигаться его дальнейшие действия. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось. И несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока.